начинай. Всем привет и добро пожаловать в наш вечерний кибергулаг. Сегодня мы с Олегом продолжаем наше прохождение L.A.Noire. В общем, всем привет. Правильно, ребята. Надо все-таки уже заканчивать, скорее, точнее, эту игру, чтобы потом перебраться к Fallout. Поэтому, если что, ребята, мы в основном именно для того, чтобы пробежать все, что осталось, вот, и дальше уже к палачу переходить. Сейчас немножко подождем, пока люди подойдут, что? Сейчас, как Пока обычно, мало. 10-15, как обычно, автопчика и этот... Как обычно, 10-15, которые перерастают в час. Ну, Нормально. всякое бывает, знаешь. Там что-то говорят, трейлер Барби вышел, кстати. Наконец-то мужчины могут насладиться этим. Ну, видел упоминание, но как-то... Как бы я... Знаешь, я когда слышал о том, что про Барби снимают мультфильмы, я тоже как-то типа, чего? Зачем? Ну, как бы похуй, ладно. Там, типа, про всякие игрушки снимают мультфильмы, там, про тех же трансформеров, например. Ну, как бы, ладно. А тут еще и кино сняли, я такой, о, блядь. Не, знаешь, зато там будет Райан Гослинг, поэтому все мужчины пойдут смотреть только на Райана Гослинга. Ну, да, в этом ты прав. И знаешь, как даже этот мемы были про это, типа... Хорошо, знаешь, вот, типа, вот, типа, мы здесь в фильме про Барби Райана Гослинга специально, чтобы этот... привлечь аудиторию. Привлечь мужскую аудиторию. Хорошо, а как тогда привлечь женскую аудиторию? Женскую? Зачем? Я помню тот мем, да. Ага, женскую зачем, да. И этот... вот я помню этот... Еще, как этот фильм называется, на Циник еще на него этот обзор делал. Где этот чувак играл из «Сумерек». Такой черно-белый. Черно-белый. Чё? Вы черно-белый. Такой черно-белый фильм, где чувак еще из «Сумерек» играл. Там типа... Господи, ты этот про маяк, что ли? Да, маяк, да. Где этот, получается, этот чувак и, ну, смотритель от маяка старый, знаешь, такие стоят, вы такие, да, 2 билета до Барби, пожалуйста. Ну да, там этот Паттисон играл и Уильям. Паттисон, я все время забываю, как у него фамилия. Ну да. Так, ну что там? Саргас, привет, да, привет, ребята, кто сейчас подтягивается? Одна Олега минута на стоп, я считаю, это кратко. Ну да. Че, как у вас там идет прохождение Атомика? Ну, Игорь сейчас наконец-то выбрался на поверхность. Мы уже прокатились на поезде и все такое. Вот, сейчас Игорь лазит по этим, по данженам, короче. Да. Я что-то просто, когда бабка появилась, вот эта баба Зина, у меня она немножко багается, короче, в это плести играть, типа там, короче, нужно, знаешь, вот что... Если загружаешься сохранением, то тебя оттуда, короче, не выпускают из этой избы. И там нужно, чтобы, типа, даже, чтобы ты с улицы заходил, чтобы тебя с первого раза, короче, проходило. Ну, типа, первого раза прошел, типа, там такой баг присутствует. Настя, привет. Ну, эта игра, как Дима сказал, она во многом недоделана, во многих моментах, так что в этих багах ничего не видно. Настя, привет. Ну, это, видишь, у меня вообще еще dev-билд вот этот, который сливали, поэтому... Ой, ну да. Поэтому...
Там уже кто-то что-то заслал, зачитай, пожалуйста. Да. Артем Социал Шабашит Свиридов, 100 рублей, большое спасибо. Сегодня скончался Владимир Левашев. Я только хотел пройти обсервер с русской озвучкой, а он там главного героя озвучивал. Это будет трудно, ибо я последний год живу на его аудиокнигах вроде «Мастера и Маргариты». Ну, земля пухом актеру. Жаль, что такие актеры уходят, все меньше хороших голосов для озвучки. Меньше хороших актеров. Ну, ничего не поделать, такова жизнь. Алекс, попробуй что-то, у тебя что-то микрофон фонит, попробуй переподключить просто. В смысле переподключить? Ну, типа, воткнуть и выйдем, ну, воткнуть и вставить, типа. Что ты когда говоришь, у тебя так чуть-чуть подфанивает он. Вадим. Во, да-да-да, Олег. А теперь как? Нормально? Вот теперь получше, кстати, вот теперь пропало это дело. Вопрос. Дуча, вам удалось утрясти рабочие моменты с левоусом? План по беспалевной аннексии канала все еще в силе? Да, все нормально, ребят, все будет. Ой, это самое, потому что, ну, тогда-то это все просто было очень быстро, ну, то есть натурально там на Игоря буквально свалилась эта самая там повестка, что он должен уже отправляться, и тогда все было организовано, все в попыхах, теперь все будет нормально, опять-таки, да, все будет правильно, так что, если что, стримы продолжатся, не беспокойтесь. Тогда еще и мне тоже повестка-то пришла, не только Игорю. Ну да, действительно. Нам с Игорем вместе пришла, просто мне сказали, что меня освободили типа от этого дела, а Игоря забрали. Так, кстати, еще мне, знаешь, сегодня, мне сегодня, короче, трулевак ко мне в паблик прибежал и начал меня обвинять в том, что, ну, вот у меня же пост был про смерть Владлена, что, да. Ну, он начал меня обвинять, почему я вот про смерть Владлена написал, а про дело сетей не написал, блядь. Типа, его не напрягало, что дело в сети было в 2020 году, а я канал завел в 2021. Ты указал ему на это? Нет, я с инстанциалами не вступаю в разговоры, я их сразу баню у себя в паблике. Я когда вижу, ну, вот, что... Это тоже разумно, безусловно, но просто мне интересно, что бы он сказал, если бы ты указал ему на то, что, ну, ты как бы там вообще с 21 года вещаешь. Я просто, знаешь, я ему кинул «поди подмойся, Маня», типа, и заблокировал его сразу. И пост выкатил там еще вот про таких дебилов. Понравилось ли Бороду, как вы тащите канал? Да, Игорь вообще очень удивлен, что все еще довольно все активно. Он особо рад то, что зрители дошли до уровня создания мемов в прямом эфире. Это его вообще особо радует, потому что это очень здоровски. Ну, нас это тоже всех очень радует, потому что действительно довольно здорово. Так что, Игорь, в общем-то, доволен. То есть, опять-таки, и подписчиков стало больше, они стали как-то активными более. И вот это вот все. Так что, я так думаю, ну как, он доволен, но и я действительно думаю, что он доволен. Это хорошо. Потому что я, например, как-то, когда я узнал, что он вот вернется, я, наоборот, стал немного стрематься, потому что, я так подумал, что, наверное, я не очень хорошо справился с работой, так сказать. Да, хотя меня все убеждали в обратном. Ну, это нормально, когда ты начинаешь думать, что, надо было, наверное, сделать что-то получше. Вот. Но Игорю как бы все понравилось, так что, хорошо. Это хорошо. Вот. Диму отспинали, чтобы не спойлерил. Я с Димой поговорил немного по поводу того, что не надо там слишком сильно спойлерить. Я Диме, собственно, еще на стриме сказал, что это у него уже просто профдеформация пошла, а поскольку он все-таки занимается геймдизайном профессионально, это у него уже просто профдеформация пошла, он просто вот натурально хочет все объяснить, вот прям по полочкам. Это хорошо,
но не всегда все-таки, да, потому что игрок все-таки должен сам как-то это все пройти, получить свой experience, что называется, и вот как-то так. Так что как-то так, да. Господи. Ой, извините. Олег, ты привык к Востоку с их большими числами, поэтому и хотят видеть лям подписчиков к приходу Игоря. Не, ну лям собрать было бы нереально, конечно, но то, что мы все-таки там неплохо так, сколько там, 2000 накинулось за полгода не самого такого, не самого такого сильного вещания, все-таки, я думаю, это неплохо. Ну и плюс игровой канал как-то тоже смогли худо-бедно к возвращению игры раскачать, тоже довольно-таки неплохо. Это хорошо. Знаешь, Да. вот Игорь дошел до того уровня, когда ему даже стримить не надо, чтобы меня обходить по просмотрам и по подписчикам. Да. Там еще что-то залетело. Да, там что-то залетело. Также от Артема социал Шабашита Свиридова, тоже 100 рублей, большое спасибо. Я эту студию озвучки, которую Джек рекомендовала, которая как раз делала озвучку обзора, знаю с 2018 года. Я на их озвучке проходил Dark Souls 3, которая считается худшей работой этой студии. И меня удивляет, как они в качестве выросли, Alan Wake они вообще отлично озвучили. Ну, бывает, что вот какая-то студия в чем-то лажает, в чем-то наоборот хорошо делает. Просто если студия что-то хорошо делает, а потом она вдруг начинает лажать, это всегда для многих удивительно, потому что, знаете, как говорится, нельзя сделать хуже, чем ты уже сделал, как бы, да? У многих, в принципе, вот такое впечатление складывается. И когда вот происходит так, что ты сделал хуже, чем у тебя получилось сначала, это озадачивает. Так что да. Не знаю, кстати, а зачем Dark Souls 3 нужна озвучка? Там, во-первых, диалогов-то не так, чтобы много, мягко говоря, да? А во-вторых, там, такие голоса подобраны классные, что, их слушать одно удовольствие. Там начинает... Да, продолжай. Там начинает хранительница огня с Андре, заканчивая каким-то там Леонхардом. Который, слушай, просто, классно. Слышишь, Леонхард, чувствуешь, прям, сразу понятно, негодяй. Сколько классно голос у чувака, который его озвучивает. Зачем там русская озвучка, непонятно. Так, не самого Васильного, Куловине, вы контента генерите больше основной лежаки вместе взятые, не надо себя принижать. Все-таки контент генерить в данном случае не то чтобы прям слишком сложно, потому что это все-таки стримы. Вот. И иногда может иногда полнедели могло пройти, стримов нету, потому что я чем-то занят, например, да. Вот. Было время, какое-то время там были пару недель подряд, по-моему, были только воскресные стримы и ничего там между ними. Вот. Так что, ладно, господи, может быть, да, и нормальное было вещание. Наверное. Да, в случае у нас, говорю, вот 2 канала, то есть, что у меня и у Игоря, да, мы здесь контента генерим, по-моему, столько, что, даже если там, знаешь, недельку отпуска будет, там людям все равно будет что посмотреть. Мне так кажется, по крайней мере. Хорошо. Можно и лекцию, прохождение, просто делки там, знаешь, наши эти включить, и так далее. То есть без привязки так к чему-либо. Если все хорошо, то славно. Если все хорошо. Ладно, тогда, я думаю, надо начинать уже. Надо сегодня все-таки добить отдел нравов. Так. Так, тебе видно, Олег? Видно и слышно, да. Так, сейчас просто одну секунду, секунду 30 подожди, сейчас быстренько отойду. Да, конечно. И начнем. Конечно.
Да, 15-минутный офф-топ все-таки 15-минутный. Ну не, ну просто надо дальше уже наконец-то эту игру добивать до конца. Чем быстрее, тем лучше. И потом уже к фалачу переходить, потому что фалач, он растянется. При том, что Нью-Вегас, он не то чтобы прям слишком длинный, если идти исключительно по сюжету. Но вы же хотите не только, чтобы мы по сюжету ходили, а чтобы побочки всякие были. Так что да, вот Fallout растянется, это я уверен. Это самое, Красный Дятел. Вадим просто отошел пока. Да. Так, я снова с вами. Че, погнали? Погнали. Божественное предопределение. Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. 2 of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. Прелестно. Ну, действительно, там все-таки столько было наркоты, что, блядь, просто все западное побережье можно было встречать. Еще и судья упоролся. Да, еще и судья, главное, встречался на этом. Ну, кстати, между прочим, очень хороший приемчик для Нуары, чтобы прямо вот очень четко показать, что... Все в говне. Да, как все в говне, насколько все прогнило, что даже вот судья встречался наркотой незаконной. Ну, это да. Ну, давай, где ты там, господи. Parker and Green are going toe-to-toe for the top job. There's a change in the wind. About time. This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. Ну да. Поставь на паузу. Как интересно выглядел бы советский киберпанк. Ну, представьте себе современный Китай, но в виде Советского Союза и технологически более развитый. Ну, то есть очень много каких-нибудь дел по коррупции, из-за того, что рынок разрешен, какие-нибудь частники себе позволяют всякое, в какие-нибудь дорогие ночные клубы спокойно ходит высшая партийная номенклатура. При этом днем они это как бы все еще могут как бы осуждать, а вечером хоба туда с барышнями, например, да. Вот. Какие-нибудь импланты, которые должны, ну, официально облегчить жизнь людей, на самом деле берет их под какой-нибудь, скажем, неусыпный контроль. Ну, не в смысле, что ты становишься абсолютно безвольным, но в том смысле, что, скажем, правительство или, скажем, корпорация, госкорпорация, которая работает с правительством, ну, они знают, типа, каждый твой шаг, ну, скорее всего, какой-нибудь повышенный контроль или что-нибудь типа такого. Или специмпланты какие-нибудь для специализированных работ, например. Да. Ну, опять-таки, ну, мне было бы интересно в рамках, например, того же киберпанка
ну, Киберпанка 2077, глянуть там на местный Советский Союз, который не распался, но реформировался, и который по ряду моментов, ну, вроде как напоминает современный Китай, но не совсем, потому что современный Китай — это все-таки централизованное государство, а тамошний Советский Союз, оно, наоборот, децентрализованное государство. Это тоже довольно занимательный моментик. Ну, как-то так, навскидку. Продолжим. Homicide guys are already inside. Bukowski. Phelps, back again. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? 2 musicians, Biddleston and Bow. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want to word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Шутка черного юмора, но шутка хорошая. Да. Ох, блин. Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city... Да, бывает. Какой-то бывший подчиненный сержант, типа его. Просто пуля в башку. Так, ладно, ничего мы здесь смотреть не можем. Именно на башке. Так, давайте покормим, да. Тут нету. Слева. Хера. Тоже нету. Руки, может быть. Но его неплохо так продырявили, в общем. Не только в башку, там еще и по телу. Раз, два, три. 3 пули в него попало, помимо головы. 4 пули. Ага. They didn't even try to crack the safe. Бабки на месте. Пистолет на месте. Все на месте. То есть, видимо, это было не ограбление. Ну, что-то другое искали. Видишь, типа стол-то перевернутый. Ну да, что-то они искали. Так, стоп. Пишу. Так. Бля, этого просто изрешетили. Pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. Я так думаю, это были предупредительные. Да, безусловно. When you're ready to have a civil conversation, we can try again. Может, эти дорогие улики какие-нибудь. Столько же труп лежит, что наш почернел уже. Ага, что-то... О! Старая добрая морфина. Do we have a new source, or is this coming from what's left in circulation? Морфин можно было бы забрать, ему уже явно не пригодится. Тут типа вещдоки. Я, конечно, понимаю, что это игровая условность, но это очень странно, что он даже типа кладет все обратно. Куча сигарет. Dozen packs to a carton. 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. Можно вскрыть этот блок? Нет, была бы этот самый. Была бы опция. Чё? Оба. Хуя, у них тут пулеметы. Браулинга. Ага. These look brand new. Never fired. They haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things.
They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? Army surplus morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Тут еще есть. Чемоданчик. Давай посмотрим чемоданчик. Well maintained, custom case. Someone cared for this instrument. What's that click? Давай. Ну, поставь на место. Ты Another щелкаешь. day, another dollar. Опа. Trick. The case must have cost more than the trumpet. Шприц. He kept his stash close at hand. Что, жгут. Ложечка. Билетик. We should follow up on the musician angle. Типа синяя комната, куда, кстати, Фелпс любит ходить. Угу. Здесь Всё, больше, да, больше здесь Окей. больше. Сама труба. Ничего особенного. Ну, это труба, иногда труба это просто труба. Угу. Бля, постреляли тут, конечно, да. Never the same, are they? С Томпсонов, наверное, полили. Ничего особенного. Да. Надо бы поговорить, наверное, уже с этой, со свидетельницей. Вот это вот. Что там она? Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Официантка, да, 26 лет. Окей. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. У нас на нее ничего нет такого, поэтому сомнения. Она явно пиздит, у нее глаза дергаются. Да. You want to level with me, miss, before we start taking an interest in you? This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Понятно, конкуренты приехали разобраться. Возможно. Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Спокойная истина. Да. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. Окей. Что у нас здесь? Да, все, мы здесь уже. Синяя комната, может быть, или как? Не, ну надо полный список, что там спиздили с этого корабля. Раз здесь у них армейские винтовки, а что там с этого корабля все-таки You know стащили. the way. You can drive. По выделениям, значит, едем, да? Да. Окей. Это тут столько народу. What's going on? That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam.
Everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working the... Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus? I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Are we going to the Mocambo this Friday? Я, конечно, наш напарник полный мудак, но вот он с пониманием жизни, у него все вообще в полном порядке. Harry, you got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. That bum took a swipe So, at how do me we connect the and put him docks down on my robbery to the sack. mess at the 111 Club? I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that desk. Борден, Сан-Педро, Шанхай. Ну, тут какие-то моменты обведены. 500,000 cigarettes loose on the streets of L.A. This is the crate we recovered. Так, Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Вот автоматы Томпсона, из которых, судя по всему, стреляли. Enough to arm 3 companies. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon. McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Thanks, Harry. Stay in touch on this. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case got thrown out. так, где у нас села вот выход? I want to make homicide. You know you make it. Guy gave his wife a tap. Say all fair in love and war. You can drive. Where are we going? Давай в этот клуб. Да. He's dull as dishwater, but I'm not with him for the conversation. How well did you know the owner? McGoldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lichtman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What we care about is 2 tons of Army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow, or their knucklehead buddies Tyree and Lamont.
And this is your idea of making enquiries und Sturmfuhrer? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy, how about you get a drink while I see to this? Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. We have work to do. Так, у нас тут еще донатик залетел какой-то. Манус, 1000 рублей. С покрытием комиссии. Большое спасибо. Вы думали, я вас не найду, не кину вас донатом? Я найду. Я кину. А если серьезно, хорошего стрима. Большое спасибо тебе, Манус. Олег, ты тут? Олег. Олег принял ислам. Поэтому ждем Олега. Олег. Кидайте щекели в экран, кидайте щекели, тогда Олег, наверное, вернется. Олега приманивают деньги. А Олег пишет, что интернет у него тупит. Тупит интернет. Что у Олега с интернетом, пожалуйста, почините ему интернет. Вы только поделали. Гамбурга на стриме пригласите, тесно будет. Я не знаю, я-то про Диму никогда ничего не имею. Если Дима хочет, то пусть залетает. Если Олег согласен с этим делом. Тем более, кстати, у нас с Димой мы, по идее, должны с ним Dead Space проходить. У нас там уже арты от Насти готовые, и превьюшечка готова. Вот, ну, ремейк имеется в виду Dead Space, вот этот, который электроники сделали. Я уже и русский язык на игру накатил, что все как надо, что все работало, и мы такие никак не можем с Димой собраться. Я такое пишу Диме. Ты занят? Он говорит, у меня сейчас стрим с Олегом. Я смотрю, и анонс выскакивает, что они там что-то какую-то стратежку играют. И я такой, блядь. И так 3 раза подряд было. И так 3 раза подряд. Хочешь Диму позвать на стрим по Dead Space, а Дима уже украден Куловине. Спайс. Мне, кстати, на самом деле интересно, что они там сюжет, там они же там вроде немножко сюжет типа переделали. Так, вроде пришло все в себя. Ой, блядь, ненавижу, когда такое случается. Начал тупить на моменте, когда этот музыкант спросил, с каких пор полиции не похуй на негров. Что я пропустил?
Ну, Рой сказал, что на тигров-то похуй, а на морфин нет. Эльза, ну, это женщина, короче, певичка немецкая, сказала, типа, кое вам дело оберштурмфюрер, ну, короче, типа, он пытался... Нацистом назвала по типу. Да, типа, пытался ей въебать, Фелпс стоял, говорил, Рой, иди бухни, я сам себе разберусь. И я эту игру на паузу поставил. Так, что-то я там что-то слышал про Мануса чего-то. Да, Манус там косарь заслал и говорит, вы думали, я вас не найду? Не кину вас с донатом? Я найду. Я кину. А если серьезно, хорошего стрима. Спасибо, Манус. Большое спасибо. Так, все, у тебя изображение есть? Да, все есть, можно продолжить. Что там за Диму спрашивали? Что, типа, можешь, типа, вот сюда, типа, знаешь, третий шизофрении, третьим голосом в голове. У нас нет нуарного гамбурга, так что давайте как-нибудь в другой раз. Вот, там, тем более, Дима, мы там у Игоря были уже, так что нет, давайте с Нуаром я тут с Вадимом, а потом Вадим будет проходить этот Dead Space, да? Да. Вот, и он его будет проходить как раз с Димой. Так что, как-то так. Ой, господи. Так вот, партия морфина... Подожди. Эльза Лихтман, 30 лет, немецкая беженка, работающая в ночном клубе. Это у нас, значит, партия морфина. Ну, давай. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. Ничем не может помочь. Сомнение. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. My partner mentioned a couple of names. Do you recognize them? I have no idea what you're talking about. Ой, как она темнит, сомнения. Она темнит. Мы никак пока не можем это привязать, но сомнения. Видно, что The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. He loved the music, but the music didn't love him. What does that mean? Нихуя себе. He said he just wasn't that good. Это что за фейстинг такой был? Boys, take 5 minutes, please. I need to have a private word with you, officer. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. You're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words, and very noble. But words are just words, Cole Phelps. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? This time of day, you'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Расследование на пару дней растягивается. Интересно. Синяя комната, 10 вечера. Поправка 10:30.
Дима уже там за оружие в чате поясняет. Да, про винтовку Браунинга. Осторожно, не слишком близко. Откуда вообще, блядь, эта девка может знать эту машину? Типа... Ну, знаешь, скажем так, можно заметить, что какая-то машина прямо там следует за тобой, и можно, ну, как-то начать параноить. Ну, хз, типа... Я еще могу понять, как водитель может понять, что, ну, водитель смотрит в зеркало за нее, и да, пассажир-то что? Учитывая, из какой стороны она беженка, я думаю, она смотрит. Move in. Can't risk losing the trail. А поближе, типа подъехать, ну давай подъедем. Да, давай подъедем. Ага. Спешит куда-то. Спешит прям. Helps, что ломается. Ага. Забавно. А наш партнер еще на метро. LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. He's only a writer, so he can't really help. Ну, как-то странно, знаешь, как-то натянуто немножко. Типа, я, конечно, понимаю, что за типа она из него какое-то впечатление произвела, но... Ну, учитывая, что он там... Hi, Он же все-таки в этот клуб уже давно ходит, он постоянно на нее засматривается. Ну, да, ну, как-то, знаешь, все равно, мне кажется, ну, резко. Тебе надо будет просто нуарные фильмы посмотреть. Ну да, я мало смотрел нуарных. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps, Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? Так, 33 года, Хайс Коэн, глава организует преступные группировки. Давай поспрашиваем этого гражданина. Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Глазки бегают, сомнения.
Как-то привязать пока не So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment? Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit, and I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine? Kid, ask a question you might get an answer to. Хороший совет. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. Глазки бегают сомнения. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know... Знаешь, почему он советует им завязать? Почему? Потому что к 48-49 годам организованная преступность уже по сути все поделила между собой, и откровенных долбоебов, которые палят налево-направо, просто не потерпят, и их просто уберут к чертовой матери. То есть уже понимаешь, что все уже, так скажем, места под солнцем уже не осталось. Да, и если вдруг появляются отморозки, которые ни под кем не ходят и при этом палят куда ни попадя, ну, это вредит бизнесу, это привлекает внимание, а поэтому отморозков надо будет убрать. Это да. Dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. You have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see. Ну, понятно, он с нами тоже темнил в этом плане. KGPL's going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Go! Совсем отморозки. Hey, can you give me a hand? I got a hard case I need to break. Mouthpiece sorts scripts off me at the grand jury. Что ты хотел сказать? Да, я хотел лучше на шутку так, потому что мне типа не надо. You drive. I need to go over the case notes. Do we know where we're going? Совсем уже черная шутка, знаешь, будет. Понятно. Да, наш направили, не торопится. All units, officers need help at 1384 North Bronson. 1384 North Bronson, shots fired. Any units to handle identify. Code 3. Кстати, Вадим, поставь на паузу, там залетело. Да, у меня прогрузится просто. Да, конечно. Так, и у нас там... так, Бэй-Бэй, 555 рублей, с притем комиссия, большое спасибо. Я заклинаю на денежный приход донатов. Ой! Да, спасибо, Бэй-Бэй. Спасибо большое. Винтовка Браунинга. Вроде не трансгендер, значит стрелять можно. Ему плевать на хедшоты, я понял. Убить невозможно, типа не достреливаешь, наверное. Поэтому надо как-то обойтись, наверное. Ну, походу, да.
cover, Cal. А теперь хочу зарегал. Нахуя он только полил? Непонятно. Зачем он расстрелял этот автобус? Он что, знал, что кто-то в автобусе есть? Интересно. Ну, совсем от морозок, учитывая, что там куча людей, он бы убил бы не только того, кто ему нужен. Хотела снайпера. Ну да. Ну посмотрим, что это такое. О, ну, так скажем. Так, магазин. Или что? Попробуй само оружие посмотреть. Почему? Ну, видимо, магазин просто так по приколу добавил. Вот это наши, типа, эти запасы украденные. Надпись нужна. It's one of the BARs. Так. Давай труп посмотрим. Так, ну я смотрю, тут, видишь, еще на всякий случай нужно было удостовериться, что он был мертв. Поэтому пару раз его еще выстрелили. Да, действительно. Phone number and restaurant table. Пока мы третий столик, как раз за которым сидел наш этот Микки Коэн. Какая голова крепкая, ее прострелила, а видишь, ни следа не осталось. Ну, понимаешь, пуля просто прошла через голову, не оставила следов и вышла вот... живот. Живот. А потом зашла обратно. И в грудь, и из груди вышла. Да. Господи. I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and started treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. Феликс Эльвара, 28 лет. Коренной американец. Ну, практически, в данном регионе уже практически. Знание об ограблении. Угу. Играли в Radio or Not с товарищем в клубе, добивались бандитов. Кстати, можно в Radio or Not с Дим поиграть вместе. You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Что-то он темнит сомнением. I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It was a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Покажи-ка мне улики. Записную книжку снайпера. Нападение на Альваре и применение. У меня такое впечатление, что наш сослуживец врет. По-моему, он знал, кто стреляет. Надо показать ему бомбу. The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. Покажи ему книжицу. Your name was in the sniper's notebook. Level with me, Felix. Cohen thinks because we were on the boat, we have the morphine. Courtney's meeting those guys to sort it out.
Courtney Sheldon? Yeah. You remember Sheldon, don't you, Cole? We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in L.A.? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Pretty cool customer. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. The early bird gets the worm. Ну, задача. Слышно, напарник не может вести машину. Что такое? А, позвонить? Да. Давай. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thanks for your help. You're behind the wheel. All right, where to? К старому другу, так сказать, поехали. Jack was a company sergeant. He would never get involved in something like this. We brace him and drag him downtown. Won't work. He's a tough customer. Дим, тебе, ей-богу, тебе уже на комп собрать пора. Hello, Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No. You don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. How have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Нормально. Тебе 4 года, конечно, Do you know that there's a gang war going on in L.A. trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. То, что он сразу уходит в отрицалово, это говорит о том, что, ну, не то чтобы врет, но сомнения, то есть не договаривает чего-то. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Подожди. Спокойный. Спокойный. Давай истину. Истину, ну давай. Он спокоен. Абсолютно. Глаза не бегают, ничего You такого. didn't know that some mobsters blew his brains out last night? No, I didn't. Так, смерть того чувака для него удивление. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. Ну-ка, сомнения попробуй. Пока как-то никакой привязки нет, но попробуй. Нет. Wouldn't know why Eddie McGoldrick had 3 of them. Нет, видишь. Goddamn fool. Там истина, походу, была.
What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions, you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. А вот теперь сомнения. Вот теперь сомнения точно. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put 2 and 2 together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, we just want information. Bullshit, Ну, 3 из Cole. 4 неплохо. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majowski. Another name from the manifest? Куда ты побежал-то? How many more friends of yours are going to get plugged today? Poor guy. Can you drive to this one? Talk about tension. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. They just walked up and shot the man. 2 of them officers, they went that way. Go on, get after him. О, давненько погони не было, правда, блядь? Да. Ладно. Это хотя бы можно, знаешь, сойти за динамичный эпизод. Да. В отличие от этих. Step on it, huh? Just get me a little closer. Getting close and steer him off the tar. Бампер так валился. Эта шляпа стоила Keep it 50 steady and I'll try to bust his tires. Hit it. Clear this asshole off the road. It's no good. We need to get closer. I can't take the shot from here, Cole. Hit it, Cole. Spin him out. Господи, чего он так, чего машина такая быстрая? I can't hit a target that isn't there, Phelps. Yeah. Да есть здесь, блядь, пулемет. Доездились. Еще одни гангстеры. Че у него? Тоже из запасов? Да. Видимо, даже смотреть уж не надо. А смотреть труп. Конечно, он все еще жив, нужно добить. An LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list
have a hit team assigned to them. Интересно. Так, ничего. А в другом кармане ничего нету? Теперь можно посмотреть. Cohen is meeting with Sheldon tonight. We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. Оба. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brent Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can't someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily-white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? Оба. District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? Name's Roy Earl, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD, and his commitment to the public. We all serve. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer? Ах, какой мудила ебаный. Просто уже в нас сдал, блядь. Какой ебаный пидорас, блядь. Честно, развернуться бы и по ебалу дать. Ненавижу таких лживых пидоров. Уже все сдал, блядь. Все нормально. Молодец просто. Ай. You drive. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed? Куда мы едем? Жаль, что не в морг, чтоб тебя там оставить. Только в мамке в морг можно заехать, я так думаю. They're taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. Китайский театр Граумана. Ебать. Быстро. Ну чё, эффективно. О да, эффективно. Step on it, huh? Just get me a little closer. Водил хороший. Getting close and steer him off the tar. I can't take the shot from here, Cole. It's no good. We need to get closer. Hit him, Cole. Spin him out. Господи. Let's see how fast he runs on bare rims. Оба. Отлично. LAPD, put your hands in the air. Окей, пацаны не захотели сдаваться. Да, как говорится, вам дали предупреждение. Первому дали предупредительный, второй бог сдаться.
есть какой-нибудь можно без шляпы. А, и просто волына валяется, знаешь, этот. Две. А, не, уже. Все, да? Наверное, просто исчезнет. Ну ладно, короче, похуй, пусть Ладно, школьники подберут. Да. Устроят. Как говорится, все лучше детям для Америки. Да. Голливудское почтовое отделение. Как они... Как они вообще там оказались? Только что же вроде заколодные были. Вообще, для одного дня слишком много стрельбы, я думаю. О, живой. Оба. О. Давай, брат, откачиваем. Брат, приходи в себя. Все, откинулся. Качало до смерти. Так, что у него в руке-то? Белый медведь или Флинкс ставим? Polar Bear Ice Company. You really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Каков уже поймали. А, его тело нельзя смотреть, да? Да. Так, а у тебя чем, дорогой мой, есть? Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Да я хотел руку посмотреть. Фу, Фелпс, выкини, не хочу смотреть второй раз. Фу. Не, в прошлой серии мы другой заводик поймали. Мы заводик там с дурью поймали. А это мы сейчас именно по поводу этого морфина. Да, где там были эти ледяные глыбы, в которых был заморожен, собственно, морфин. Majewski, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing? Здесь уже расследовать нечего. Not everyone has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole.
у этого. Нет, это просто жмур. Я так думаю, мы здесь все смотрели. Да, мы здесь все смотрели. Куда дальше? Ну, к нашему этому санитару ебанутому, который вот этот к доктору ходит, Курти Шелдон. А, Шелдон, который... Ага, окей. Beautiful day. Can you drive to this one? Изи, пидор This isn't продажный. looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Место встречи 9:15. All right, let's kill these red bastards. Да опять что? Keep moving, I'll cover you. On the roof, Cole, nail him. Stay down. Если вы убьете моего напарника, я не буду вас обвинять. Осторожно, их там много. Clear me some space here. Stay in cover. They're making a run for it after them. Лезай, блядь. Да? Нет, для одного дня I'm точно gonna put out an слишком. ATP on every one of the sons of bitches on that. KTPL to car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. You're behind the wheel. Where are we going? Я так что это сейчас у нас было последнее дело в отделе нравов. Ну, я так понимаю, да. А дальше нас, типа, ну, уже, типа, подставил этот наш коллега. Парничек, блядь. Roy, in my office, if you please. I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But, Cap. No buts. This is more important. Фелпс все улыбится, не понимает, что его ждет. I don't think you're a fool. But what's my opinion against thousands of others? Этот дебил сидит. You're an А, interview too, Phelps. There's a quack in there. Sheldon, is this your attorney? No, detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Так, 25 лет, бывший врач морской пехоты. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Покажи-ка мне улики. Подожди. Спускайся вниз, но медленно. Так, дальше.
Дальше. Записная пометка встречи Кортни Шелдона с Микки Коэном. Дальше. Убитый Уолтер Беккет, передай Кортни, не повезло, но дело устроил. Дальше. Записки, которые были со встречи на Микки Шелдона с Микки Коэном. Слишком много совпадений Шелдона. Он вперед, выбежь. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? Выбери, ну, наверное, последнюю, эту самую записку. Как бы их несколько, но давай последнюю. We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old dude. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Isn't it, Doc? I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, detective. Мне, кстати, нравится голос этого доктора. Он, знаешь, такой проникновенно глубокий человек с харизмой. Да. Успокаивающий такой, знаешь. Успокаивай, да, вот именно. Ему бы священником еще быть. Политическим педофилом, да. Да, естественно. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Признание вот этого. Да. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Признание Беккета. Beckett had a message for you before he died. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Они получили теперь ничего. I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You or Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. Ну-ка. Корни просто этот... Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on here? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie, can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our
are children. Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. No. Я вас не могу понять, типа, служить преступник, типа, а в чем он, ну, трахнул он, типа, эту девку, типа, а в чем проблема? Поставь на паузу. А вот тебе интересный момент из истории. Супружеская измена являлась уголовным преступлением. Как тебе такое? Потрясающе. Между прочим, в Южной Корее это тоже было уголовным преступлением до относительно недавнего времени. Где-то, по-моему, года 3, то ли 4, то ли 5 лет назад отменили. Поэтому вот на Фелса сейчас вот так вот набросились. Потому что, причем, заметь, не просто набросились, он же служит в отделе нравов, который, по сути, ну, типа, должен это все блюсти. Так что тут вообще двойной момент. Вот как-то так. Кое-где и сейчас уголовное преступление. Да, кое-где и сейчас супружеская измена, по сути, является преступлением. Как-то так. Не, ну это потрясающе, знаешь, то есть у нас в США свободный ход оружия есть, у нас дискриминация про граждан по этническому принципу сохраняется и прочие потрясающие вещи, да, ну, в рамках тогдашних Соединенных Штатов, но трахать на стороне нельзя, это не по-христиански. Ну вот как-то так. Ну то есть опять-таки, там, ладно, сейчас минутку, если я правильно помню, не во всей стране, но в ряде штатов это вот, да, это уголовное преступление. Причем за которое следует штраф и возможное тюремное заключение, но там как бы разница по штатам. И Калифорния как раз входит в состав этих штатов, где подобные действия, ну да, в общем, караются законом. Как-то так. Вот так вот, ребятки. Я понимаю, почему вам непонятно, потому что такого нету. Вот тем не менее, вот так вот. Не, ну знаешь, что у нас бы, ну окей, скандал был бы, я не спорю. Это ну, там, понятно. Ну окей, там на работе бы узнали. Ну, блин, сказали бы, ну дурак ты, типа, ну, твоя жизнь, ну, типа, мы туда... В советское время вызвали бы на парсобрание какое-нибудь или просто на собрание, где ты работаешь, и тебя бы отчитывали как маленького мальчика, условно говоря, тебе бы шили эту самую, как это называлось? Моральный образ жизни, типа... Да, моральный образ жизни соответствуешь, вот это вот все. Но это было бы все-таки не уголовное преступление. Вот как-то так. Так что, ну вот как-то так. Да. Ты бы работу при этом не потерял. Ну окей, ты там, ну... Ну да. Аморалка. Вот, аморалка. Да. То есть, типа, как-то так. Типа, все понятно. Тут все понятно, да. Не знаешь, условно говоря, если там, я не знаю, ну, пьяным там на празднике нассал фонтан, да, и потом тебя публично при твоем коллективе всем тебя вот за это стыдят, как, ну, типа, пацана вот так. Ну, это я понимаю, какой смысл имеет, что тебе стыдно за это дико, да, что вот я вот подожди. Вадим, кстати, там этого самого в США Трампа арестовали. Чего, блядь? Трампа арестовали. Он, короче, у него там, значит, должен был быть суд в суде Нью-Йорка на Манхэттене. Он, короче, туда прибыл, его там арестовали. Вот. Ему там предъявлено обвинение по 30 там в 30 уголовных там преступлениях, типа. Интересно. Я люблю демократию. Ну вот, короче, как-то так.
Ой, не, ну знаешь, я говорю, типа, ну, в плане, опять же, этих всех вещей, как я говорил, если, типа, ты там фонтан нассал, да, типа, на каком-то мероприятии, да, будучи пьяным, и там читают, ну, понятно, тебе делать за это будет стыдно, и ты, как бы, ну, так не будешь больше делать, скорее всего, потому что, ну, как бы, это, ну, немножко так психологически войти, это я могу понять. А вот, что когда вот знаешь, ну, начинают вот за такое, типа, ну, я как-то, ну, люди, по-моему, вот здесь это, да, тот случай, когда, по-моему, ну, не стоит лезть, на мой взгляд. Люди, по-моему, взрослые, типа, ну, сами разберутся. Ну, так сказать, ну, тут как посмотреть, опять-таки, да, потому что это дело такое, если ты хочешь выстроить, типа, общество с высокой моралью, ну, по крайней мере, ты как бы декларируешь это, то государство не просто может, оно просто обязано заглядывать, что ты делаешь в постели. Как-то так. Ну, знаешь, а что, типа, здесь подразумевается вот с высокой моралью? Я не знаю, вот, типа, например, вот у меня есть жена, да, вот мы с ней там друга БДСМим там и так далее. Вот считается ли это моральным или нет? Это считается девиацией, извращением. Ну Но ты это да. делаешь со своей женой. Ну да, ну то есть, ну вот я не знаю, там вот БДСМ, там, блядь, кто друг друга страпуним и так далее. Типа, вот это вот вроде извращение, то есть, ну, девиация, да, но с той же, ну, все по любви. То есть это считается. Опять-таки, Вадим, ты забываешь, что общества бывают разными. Ты пытаешься рассуждать как простой обыватель. Не надо так рассуждать, это хуйня ебаная. Ты должен принимать точку зрения общества, где это происходит. Ну, например, здесь это пытаются подавать еще с религиозной точки зрения, потому что не Ну, забывай, да, США Соединенные это. Штаты — это государство, построенное сектами, религиозными людьми, а этот наш вот этот Паркер, или там, это вообще это пуританин, который, ну, прямо вот, дай ему там в церкви выступить, он там будет просто псалмы читать. Не, И ну при понятно, этом, они до сих пор тебе скажут, что США это христианская страна. ну, кто-то скажет, кто-то нет, потому что Соединенные Штаты конца 40-х, 50-х — это не то же самое, что США вот сейчас. Это разные страны по целому ряду. Ну, это понятное дело. Вот. Так что это как-то так. Это специфическая тема, вот Дима правильно пишет, специфическая хуйня. Но вот опять-таки, да, надо все-таки не забывать, что в Соединенных Штатах в то время очень сильное лобби было таких моралистов. Я как бы напоминаю, сухой закон проталкивали ребятки, которые хотели моральный облик страны поднять. Типа алкоголь губит людей, алкоголь губит семьи, вот это вот все. И это правда, в общем-то. Да. И чтобы победить змея, мы должны запретить и алкоголь вообще весь. Гениальная идея. Конечно же, она сработает, ебать копать. Отлично сработала, как мы знаем. Да, Ну и всю вот. организованную преступность в США на этом поднялась. Мое почтение, да. Вот. Причем, опять-таки, многие полицейские, в общем-то, это все воспринимали нормально, потому что, ну, типа, наркотики, вот это, конечно, хуйня ебаная, а алкоголь, да, алкоголь-то нормально, чё? Ну, там какие-то эти самые слишком христанутые граждане, они там что-то требуют, чтобы мы тут все запретили, потому что там Иисуса расстраивает. Ну, пусть они там требуют, а спикизи будут работать. Вы, главное, нам долю отстегивайте, и все будет нормально. Мы спокойно глаза закроем. Вот. И тут то же самое. То есть вот подобные законы тоже проталкивали какие-то религиозные общины, если они были достаточно крупные и влиятельные, имели какие-то связки с тамошними капиталистами, да. Ну и, пожалуйста, они там проталкивали такие законы. А почему бы и нет, да? Вот. Ну и опять-таки, вы должны помнить, что в таком обществе, как обычно, если что-то происходит за закрытыми дверями, если это остается за закрытыми дверями, то можно спокойно делать вид, что ты благовоспитанный, там, богобоязненный христианин или там истинный коммунист, неважно, да, как говорится. Вот, тут у всех могут быть свои скелеты в шкафу. Главное, чтобы тебя не спалили. И если тебя не спалили, то все хорошо. Как-то так. Дима, на самом деле, правильная вещь пишет, что особым морализаторством в плане сексуальных отношений может быть на руку, как ни странно, секс-мафии. Да, абсолютно. Они будут держать какие-нибудь подпольные бордели вообще без проблем. Какие-нибудь, вот в том же самом Голливуде,
все знают, что какие-нибудь молоденькие девочки, которые приезжают на манящие огни Голливуда, и если они, скажем, не могут нормально где-то пройти, ну как бы все, им дорога на панель. Пожалуйста. И при этом, опять-таки, это типа все знают, и все делают вид, что ну этого как бы нету. Да, причем знают где, на другом континенте, блядь, знают это. Да, не говоря уж про про город, где это все происходит. Так что тут все в порядке, это обычное дело. Давайте дальше. Еще, на самом деле, я бы сказал, даже, знаешь, как бы правильно здесь сказать, на самом деле, вот это все сексуальное морализаторство, да, что вот там, типа, только вот мы там муж и жена и так далее, да, по идее, все правильно, да, но когда вот мы говорим про такие, скажем так, когда декларируется в таком обществе, да, как правило, всякие там сексуальные девиации по типу там педофилии и прочего как раз таки происходят в таких обществах, на самом деле. И поскольку как раз об этом говорить в обществе нельзя, это остается как раз таки все шито-крыто, и такие люди как раз таки тоже цветут и пахнут, да, и занимают какую-то власть определенную, они будут этим заниматься, а говорить про это просто нельзя физически. Да. Поэтому, на мой взгляд, определенно, скажем так, девиации некоторые это неплохо, но все хорошо, что в меру называется. Ебать людей своего пола уже плохо. Дальше. Да, погнали дальше. Штази, откройте. Некуда больше пойти, понятно. Типа, вроде как ее любят, типа, понятно, типа, я и говорю. Я просто факт констатирую, что просто некуда больше пойти. Так. Несмотря на мафиозные разборки и нераскрытое ограбление, все газеты пишут только об одном. Понижение отдела расследования поджогов. Это что за звук? Это что-то игра у меня с ума сошла. Ну ладно. Это звуки печати вот этих должны быть, знаешь, типа. Гадовщик! Поставь на паузу, Вадим. Там Настя спрашивает, но лесбиянок-то ты прощаешь? Мы такие же тут не доглядели. На лесбиянок я смотрю в 2К, потому что мне позволяет это монитор. Вот так вот. На самом деле, в плане лесбух, они прикольные только в порнухе. В жизни, как правило, это жирное страшное уебище. Я тебе так скажу, не все. У тебя есть пример обратного. Да. Поэтому я тебе просто говорю, не все. Но это, ладно, это не лесбиянки были, это были бисексуалки, но тем не менее. Бисексуалки, да, там бисексуалки это отдельная тема, но это, так сказать, и нашим, и вашим. Ну, все равно, да. За полрубля спляшем. Господи, ладно. Так, нас выкинули из отдела нравов, но мы сидим всего, типа 1,5 часа там. Продолжим пока с отделом поджогов, чего бы и нет. Да. Okay, everyone, keep it down. Cole Phelps joins the arson squad today. How'd you like porking that German whore, Phelps? Сейчас Phelps буду is до up конца before a жизни review подъебывать. board in December. Until then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir.
I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Do we have an understanding? Yes, sir. Cap, we don't want a fucking rat like Phelps. Can it, Tilden? Phelps, I'm partnering you with Herschel Biggs. I don't do partners. You know that, Cap. You do now, Biggs. Social basket cases like you two should get along just fine. Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long, then. Start with these two. House fires. 326 South Kenmore Avenue. Steffen's family was out of town when it happened. Then go to 4414 Rosewood, family by the name of Sawyer. Fire brigade will be on location. Тут спрашивают, а тогда реально так в помещении в шляпах ходили, сидели? Ну, скажем так, это было нормально. Более того, я тебе так скажу, в то время человек без шляпы — это вообще, ну, типа, чувак, что ты без шляпы? Ну, хоть кепку надень какую-нибудь. Вот что-то типа такого. Потому что без шляпы в то время как-то, ну, знаешь, не то, что не солидно, а не принято. В помещении как бы можно было и без шляпы, и в шляпе, как бы это считалось, ну, нормально, окей. А еще принято было курить вообще везде. Типа, это ну, сейчас... Ну, тогда просто никаких ограничений в этом плане не было. Всем было похую. Как-то так. Да. Хочешь кури в помещении, хочешь кури в классе, хочешь кури в автобусе, вообще всегда плевать. Да, да. Продолжим. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, detective. Now get out of here. Both of you. Get out! Parker or Green? I don't know who did worse. Да. Это не голливудское отделение. Да, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. Не, знаешь, этот... Какого? Да, это, конечно... Как там его поносит кого-то? Не Самара. Не Самара, да. И не Пермь. Ну, в принципе, тоже ничего. Ну, не Пермь. Кстати, да, наш актер, актер, который озвучивает нашего напарника, это очень хороший актер. Кучу второстепенных персонажей выдержал, предвестника в Mass Effect. Да, хороший актер. Это вот этот чувак, типа, которого наш предвестник? Вот сейчас наш напарник, да. Он много всяких персонажей озвучивал второстепенных. Хороший актер. I'm telling you, it'll never stick, and you'll get roasted. Is somebody gonna tell us what the hell's going on? You can drive. And where exactly are we going? How long have you been working arson? We gonna do the small talk thing now? Talk baseball, exchange addresses? I don't think so. Feeling down, hotshot? Need a buddy? Or look somewhere else? Резко отсеял, так сказать. Отшил. Да. Пожар в доме Стефансов. There isn't much left. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in her face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. Cap this one? Yeah. Mike Brannigan, Cole Phelps. It's okay, Brannigan. His name may be dog shit, but there's none on his hand. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? The fire started late last night. Steppen's family at Catalina Island. Won some kind of competition. Looks like the only thing they ever won in their lives. And they come home to this. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is now that pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. It's lucky the whole block didn't burn down.
Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house, in the ruins. Terry lady is his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. Посмотрим, что творится. Isn't that the cop who caught the guy that was pretending to be dead? Типа при поджоге, как правило, ни хера не остается. Я что-то помню, знаешь, случай школьником был. Я что-то сижу, ну, час ночи, я играю в компик, когда что-то класс, наверное, 8 был. Я слышу какой-то резкий хлопок. Я такой, что за хуйня? Ну, сижу дальше. Слышу опять хлопок. Ну, понимаешь, что он что-то откуда-то с улицы идет. Смотрю на улицу, и я вижу, как горит машина. Ага. То есть, ну совершенно понятно, что, скорее всего, машину кто-то поджег. Машина горит, и огонь перекидывается на соседнюю машину. От чего две машины нахуй сгорают. Не, ну я, конечно, понятное дело, я вызвал пожар, да все дела. На следующее утро, ну, когда со школы возвращался, смотрю, там хозяин стоит, типа, ну, я подошел спросить, там, типа, что за происходило, сказал, типа, ну, что видел. Мало ли, как говорится, что-нибудь помогло. Ну, просто просто чувак неудачно машину припарковал, все, пиздец. Минус тачка. Бывает. Продолжай обход дома. На территории, если я хуй знает. Ты оттуда пришел? Не, ты дома не полностью обошел ведь. Вообще, в самом начале мы видели, как какой-то чувак химический вот с этим водонагревателем, который мы видели еще в начале игры. Вот его бы, наверное, найти. То есть, скорее всего, нам не просто так его показали. Ну, там, может, типа, знаешь, этот... Может, в другом доме это было, типа... Я сомневаюсь. Нам показывают всегда что-то связанное с делом. О, там два. У нас здесь два дома, понимаешь? Где два? Вот здесь, в этом деле, у нас два дома сгорело. Да? Ну ладно. Ну окей. Не, вроде мы дом... водонагреватели, они снаружи, насколько я помню. То есть они где-то вот по периметру дома. Isn't that the cop who caught the guy that was pretending to be dead? Ну, типа... по идее, он тут должен быть. Но его тут нету. Ну ладно. Но мы тут все равно какие-то улики должны найти. Mr. Stevens? Еще поговорить Cole надо. Phelps and Herschel Biggs, LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Don Steffens. You were out of town. We won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Do you still have the tickets? Sure. It's a formality, but we'll need to speak to the issuing agent. 32 года, домовладелец жертва пожара. Ну давай. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Steffens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. Спокойная абсолютно истина. Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. The lady just
rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. The redevelopment fund. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them. Крестил руки, поджимает губы, глазки бегают, сомнения. Да. Everyone else is selling, but you're the holdout. Хочу побольше денег. I was the last. I thought I could hold out Так for a голос better хотел. price. Ага. My house is the center lot. So now you have to take the price regardless. Looks like it. I've got no choice. I have to put a roof over my family. Как удачно сходится, знаешь, типа. That's all we need for the moment, Mr. Stephens. All right. Проверь блокнот. Нет, мы не все нашли. Видимо, тут все-таки есть какая-то улика. Мы должны искать дальше. А, во! А вот, блядь, вот это. Видимо, отлетел, взорвался. Да, что взорвалось там? Recently serviced. Could be something to go on. Что-то, слышь, смотри, 9... ну типа раз в год типа обслуживается. Примерно. Раз в год. И последние 3 года один и тот же человек обслуживает. Да. И причем там стоит 9, в смысле этот самый, это месяц, а тут как раз у нас сентябрь. То есть обслуживали совсем недавно. Ну, это, думаю, мы, наверное, ничего больше мы не нашли. О, все, да. Одна улика. Едем, значит, дальше. What's with him? You've seen the papers. I guess he's thinking about his own family. I'd say he's searching for some kind of atonement right now. А мои бабки дали еще. Можно. Когда этот звонит еще. Окей, звоним. Ну как-то удачно так получается, знаешь, что фонд хотел купить, типа он остался последним, он уперся, и что дом сожгли. Ну, сгорел, точнее. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need information on the Suburban Redevelopment Fund. Yes, Detective. Just checking. The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Huh. You have an address for them? Полуправительственная организация. Here, corner of Beverly and Mariposa. Никогда не мог к таким вещам привыкнуть. You're behind the wheel. Have there been any other house fires? This is arson. We get an average of 2 a night. Does that answer your question? 2 пожара в ночь. Да, многовато работы. Так, о, завод программы, да. Вылетело. Ну, перезапускай. Пушечка наша вылетела. Ну, бывает, бывает. Помните, она вышла 12 лет назад, пиздец. Ну да.
Слышал, что итальянская мафия на дорожных подрядах поднялась. Она много на чем поднялась, в том числе и на прокладывание дорог. Так, у меня теперь еще разрешение теперь слетело почему-то. Давай там настраивай, как там тебе надо. Бывает. Я просто, знаешь, мне нравится, когда стрим такое маленькое окошечко, знаешь, теперь оно... Да, я вижу на ютубе. Сбоку так, сверху. Пам-пам-пам-пида. Прицепилась все-таки эта песенка этого Скипи. Забавный пистолет. Так, господи, так... Так, теперь, по идее, должно быть все нормально. Так, и снова запускаем. Все видно? Да, все есть. Тогда погнали дальше. Да, давай. Мы же здесь... Он засчитал нам уже? Да. Он засчитал. You can drive. Надеюсь, не вылетит. Have there been any other house fires? This is arson. We get an average of 2 a night. Does that answer your question? Пожар в доме Сойеров. Hi, Albert. We've caught this case. Hey, Biggs. We? You have a partner? What gives? This is Cole Phelps. You may have read about him. Oh, now I get it. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of arson. Family of 4 found dead in their beds. Heater explosion. Another one? Looks that way. Insta-Heat Model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters a month go back. Take a look around the yard and see what you can find. Ага. Ну, давай сначала глянем этот водонагреватель. Скорее всего, он... трупы. Ебать. Семья, вся семья сгорела. Mal. You gonna stick it out, Cole? I'm gonna try, Mal. What have you got? Family by the name of Sawyer. Mother, father, and 2 kids. All in bed from the looks of it. Oh, I'd say carbon monoxide poisoning. The burns are superficial. Time of death? I'd say about midnight. Anything more exact will take some time to determine. Lynch tells me this has something to do with a faulty water heater. Could be. There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, Detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve quite a few cases together. I need something concrete, Mal, before the department gets wind of it. I'm in arson for a reason. I feel sorry for your wife and kids, Phelps, not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any way I can. Thanks, Mal. I'd say that's firm but fair. Вот нормальные такие вот взаимоотношения, несмотря на то, что случилось. Хера себе незначительные ожоги. How about the insurance companies write these incidents up as acts of God? Незначительные ожоги, насколько я понял, сказал типа про мужа. Он там на этой, на каталке. Что вообще, по-моему, запекся, слушай, суть по ногам. Ну да. Да. Видишь, передергивает. Стой. Давай глянем в водонагреватель. Он где-то там, скорее всего.
Машина тоже нахуй сгорела. Ну, то есть вот здесь видно, что взорвалось где-то вот тут. Видишь, там аж покорежено вот от взрывной волны такой. Где-то должен, наверное, валяться. Может, он вообще отлетел туда. Да, здесь уже, видишь, музыка заканчивается. Ну ладно, тогда надо ходить смотреть, может, что-то еще есть. Собака, которую забыли нарисовать. Они по дорожке. Может быть, что-нибудь там. Здесь тоже... Все эти водонагреватели, они снаружи дома, и, соответственно... О, стоп. Вот то, что мы видели в этом. Hey, Biggs, давление. is this significant? Regulator valve. Good find. Detectives? This is the next door neighbor. Detective Phelps. Can you help? They were supposed to be going away. They won a trip somewhere. But little Henry got sick, so they had to cancel. What are the chances? Do you know who ran the competition? Gulliver's Travel, up on Santa Monica Boulevard. Те же самые типы, что и с первой этот. Phelps, the guy across the street. I've seen him before. He likes fire. Hurry, you can still catch him. Как любит пожары, пироманьяк. Пироманьяк. Stop! LAPD! We've got an idea on this fire run. Stop right there! Стой, пидорас, блядь. See him? Saw his picture. What's your name? Herbert Chapman. So you like fires? Some. Watching them or setting them? I don't want any trouble. Turn out your pockets. You're a naughty boy, aren't you, Herbert? I keep myself to myself. Сиги с спичками, типа у пироманьяка, ну... Cigarette in a matchbox gives you a 5 or 6 minute delay. You want more time, you use a mosquito coil. Don't you, Herbert? You like this fire, Herbert? Hell no. I heard it over the fire radio. Sounded sweet. When you finish following your leads, That's- come and see me at the fire We'll station. need to check that. I have a theory about this. Will do, Lynch. Take this guy in. We might want him for questioning later. You got it, detective. Изумительные псы. Why Ну, have you вот got such a hard психбольные. on for this case? If it is murder, it's almost impossible to prove. Fire doesn't leave much evidence. There's no percentage in this. I think it's more than one case. They're house fires, Cole. Accidents, heater fires, gas explosions. There's got to be a reason. The reason is you want to be a star again. Forget it. Give it up. You'll feel better. There's something to this. I know it. What are you talking about? Arson is insurance. It's always been insurance. We still investigate the cases, Biggs. The people in this house are dead. Go soak your head, Phelps. This hero business is a full-time obsession with you. I'm gonna make this case. I'm gonna rub the department's nose in it. Help me or stay out of my way. You got it? Типа, а что, все у нас теперь здесь только одна улика? Да. Улика и подозреваемый. I want to see. You know the way. You can drive. Excuse me, officer. I just want to see. You don't have to miss that picture. Слушай, странная фигня, типа, что этот... Обе семьи получили путевку, так сказать. Да, и что-то резко как-то так дом подожгли, да? Ну, сгорел. Detectives Phelps and Biggs, LAPD. John Cunningham. Can I help you, gentlemen? We have reason to believe that the Sawyer family of 4414 Rosewood Avenue recently won a competition run by your company. Yes, I remember them.
They called up to cancel at the last minute. One of the kids was sick. Very unfortunate. Do you mind if I take a look at that? Вот видишь канцелят? The Sawyer family, Rosewood Avenue. Выдано, собрано. Как там Стефенсона вроде. Так, Nice. вот Стефансон. Here they are. Stephenson. Так, 34 года, представитель турагентства. Ну, давай поспрашиваем. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotion's mailing list covers half of L.A. Абсолютно спокоен, истина. So they are not a government agency? I don't believe so. Government organizations don't usually get involved in promotions. I'm told the tickets were a prize. Yes, they were. You do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. Что-то вот... Да, уже врет. Но мы как-то не можем пока никак. То есть, лотерейный билет есть, но ничего не доказано, сомнения. While the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. I'm sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who's won. Thanks for your help. No problem. Just wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the door. 50? Are you good man, Cunningham? You're all right. Yeah, I'm great. Poorer, but great. Да. You're behind the wheel. С этим с фондом что-то явно не то. Возможно. Let me guess. You want to check out the Suburban address? Great partners must think alike, Herschel. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian housing development, Mac. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. Elysian are investors in the Suburban Redevelopment. So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. К этому, к чуваку. К чуваку, который там главное пожарный был или кто там? Lynch says we should visit him at Fire Station 32. Who exactly is this guy, Lynch? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner sanctum. Keep your mouth shut, and you'll learn something about fires. Пожарное депо номер 32. We came as soon as we could. How bad is it? Come on, you can tell me. Lynch. Biggs,
You two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. This the heater from the Sawyer fire, Al? Yes, it is. Да, по-моему, другой кто-то обслуживал. Ну, тоже, типа, одно и то же имя. И, по-моему, тот же самый. Я вишного фигурант делал. Looks like it was recently serviced. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps. You're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Конструктор. Я так понимаю, это между там, The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. правильно, тогда синяя там должна быть. Я... Так. Или поменять их местами, или что? Come on, Phelps. You need to get the arrangement right before we can reproduce the results. Типа поменять их местами? Господи, поставьте его на место. Не-не-не, шарик должен быть вот рядом. Значит, слушай, попробуй поставить эту синюю посередине. То есть, чтобы шарик был возле спирали, синяя посередине, а вот длинная, она типа ближе всего к аппарату. Ага. Синяя между. Ага. А шарик, чтобы был... О. Да. Не-не-не, шарик. Да, не, он просто, видишь, так рука находится, что я думаю, что он этот шарик буду брать. Да, тебе включаю. Okay, I'll light your pilot and turn the gas on. You pull the lever on the left to turn on the gas. Передатель должен быть, по идее, правильно. Блять. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Hey, buddy, you dropped something? You drive. I need to go over the case notes. All right. Where to?
Show? The next fire. We should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this Chapman character? Guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that we'd like for a lot of things, but we don't really have any credible evidence to pursue him with. Где мы тут сценарий для второй части Нуара придумали. Да? Говорю, тут пишет, что для второй части Нуара сценарий придумали. Молодцы. Завод инстахит. Между 2 или 3, что-то около того. I was married by a judge. Should have asked for a jury. Here's what I heard. That cop caught the guy who did the Dahlia, but they covered it all up. New and improved model. 72 бакса за эту хуйню. Да, постоянно взрывается, судя по всему. You look at this clown. Бойлеры. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. Calling you stupid would be an insult to stupid people. Нельзя? I don't need this. Или кто? Ну, не... I swear, вот менеджер. this town is going straight to hell. Don't do that again. Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70, yeah. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Ага. Райси, 62 года, заведующий заводом. То есть газ постоянно поступает в помещение, и кто-то дает огонь. То есть закурили или газовую печку и ебануло все. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Глазки, сомнения. You're telling me that you've never had any problems with this heater? Look, we've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Молодцы. Ну что, журнал обслуживания. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Нет, ну, подожди, не сомнения, ну покажи-ка мне, пожалуйста. Митчу Райан. Реджинальд Варли. Подожди, дай подумать. Райан. Надо, думаю, давить на первый поджог. Обвини его во лжи. I think you're lying, Rasick. I think some of your men aren't fully licensed. You're desperate to cover your sales. And how are you going to prove that, detective? Name me one of my guys who would have overlooked a fault like this. И укажи ему на первый. Подожди, а почему, если мы на втором это нашли? Потому что на первый или на второй, ну я не знаю, давай на первый. Давай на первый попробуем. What about Matthew Ryan? You know about Ryan, huh? All right, he's been in some trouble, I know that. He's done his time. You in the habit of hiring criminals, Rasick? I need guys, detective.
This boom is a once-in-a-lifetime opportunity. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. There, around a dozen of them. How dare Housing business is going crazy at the moment. Ну, я так понимаю... Ooh, I gotta have it. This is a long shot. We are not going to rouse that whole list. Ну, у нас же есть два I подозреваемых. want to run it by R&I, cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Generally speaking, you aren't learning much when your mouth is moving. Operator, give me R&I. Putting you through now. Goddamn Bruins. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kelligrew Peter, Kuttner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court, attempted murder, plea bargain down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Mm-hmm. Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Rasick. Desperate times indeed. Don't do that again. Так, теперь нам куда надо? Или снова с ним говорить надо? Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. Here. Happy now? Stick around, Mr. Rasick. Are we going to the Mocambo this Friday? Законная власть. Анархист. Петр Кропоткин. Кропоткин. Угу. Понятно. Пьер Кропоткин мне нравится. Clemens is a fellow traveler. Пьер, ну, скорее всего, с французского перевода. Мах. Новые законы нарождаются с каждым днем, люди ждут всего законодательства, и каждый новый закон является новым разочарованием. Они требуют от закона того, что должно исходить от них самих. Чего можно ждать от их воспитания, от состояния их нравов. Понятно. Да, неожиданно отсылка на Кропоткина. Ебать. Пропагандист. Тут все. I doubt it. Плоскогубцы. Иисус. То же самое. Просто несколько коробок со всем этим из анархиста. Анархист Лос-Анджелеса. Some light reading on the merciless capitalist machine. То же самое. Кстати, у этого чувака справа тоже порно-марксист, ну, то есть порно-анархист. Я понимаю.
Сборную анархистов всех стран, объединяйтесь. Я не могу скипнуть это, ребят, я бы скипнул. Да, ну короче, больше нет. Как и все мы. Да. Понятненько. Так, больше здесь ничего, да. Ничего больше нет. И третья кабинка. Ну, хоть тут нет ничего из анархистов. Our company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Barley has a problem with bugs. You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Rasik? No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? I got work waiting. 3 birds. Clemens, Ryan, Varley. Where to, Phelps? Generally speaking, you aren't learning much when your mouth. Еще загрузка пошла. Типа, сейчас еще готовится следующий, типа, поджог или нам... Может быть, надо было сразу рай набрать или как? Я не знаю. У кого там была эта зеленая хрень? Варли, по-моему, самого последнего. Может быть, надо было бы его первым брать. Интересно. Если тут какое-то разветвление. Biggs, LAPD. We want some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. You know Reginald Barley? No? Can't say I do. Леш? Ну они работают, алло. Подожди, слушай, а кому мы приехали вообще, блядь? Я не... Клем... Ну алло, у него... Олег, у него вот Клемс. Так, мы его спрашиваем про Варли, он нихуя не знает, да? Да, ну врет. Рожа-то, рожа сомнения, блядь. То врет. А как ты докажешь? Arsonists, murderers, communists. What's that got to do with me? You can't prove I'm behind all that. А как ты докажешь? Может, сомнения все-таки надо было бы для начала? Ну, типа, список монтажников, типа... Я не вижу тут никакой связи. Надо было лучше сомнения вырубать. Looks like I was mistaken. Согласен. Detroit PD is after Reginald Barley for murder. You want us to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa, 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 whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if he can. You're licensed and work for InstaHeat? I contract for them. So what? Сомнения? InstaHeat hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded it in settlement. She's blowing spics 2 at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watched it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the rouse, Clemens. You did the right thing. Интересно. Ну, вот связь с Райаном. Do you know Matthew Ryan? No.
Don't know the name. А вот здесь ложь, потому что у него в шкафчике есть вот это... And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? А у тебя в шкафчике... У тебя в шкафчике брошюрка есть. Вот, из брошюры Клеменса. We found a pamphlet in your locker, Clemens. We can add your name to the register. HUAC might want to... Антиамериканская That shit деятельность. was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Костюм сыщик. Скажи. Что это такое? О. Сыщик. Неплохо. Жилеточек такой. You know the way. You can drive. And where exactly are we Давай, going? я не знаю, давай в Варли попробуем взять. Давай. С Райаном хуй его поймешь. Но у Варли есть эта Farley's on the run. He зеленая... might be packing heat. If he's wanted for murder, I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line of duty. That's nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Нет, у меня подозреваемый живыми не уходит. Рабочие объекты Варли. Что-то около 7. LAPD, Varley! Stop or I'll shoot! Предупредительный в голову, как обычно. Да. Но это нужно живым. LAPD, Varley! Я так не играю. Stop or I'll shoot! Stop or I will shoot! Ладно, придется так задержать. Да? Отлично. Why did you run from us, Varley? I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, your guest is... Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Мы взяли этого, теперь надо взять Райана. Для компании так себе 3 рабочих за день арестовали. Ну почти арестовали. Первого просто напрягли. Да. Второго, кстати, неизвестно, арестуем или нет. Посмотрим, конечно. Вот он какой-то анархист. Поглядим. Ну, анархисты долбоебы пидорасы. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, arson squad. Arson? You heard the man. Well, just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hold it, Ryan. I said, son of a bitch. Как обычно. Those are GI's backyards he's crashing through. The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the van. Господи. Get in close and steer him off the tar. He's going to kill those men. Only if they hear him coming. Господи, в чем я застрял? Не знаю, в текстуре. Don't leave me hanging out here, Phelps. Move in.
got an arson-related assault charge and he's running. Running don't mean nothing. We gotta get this guy in a room before we can А get я an angle on пидор him. анархистский. This man has got to be stopped. Так. Все, Подпрыгнул. доигрался. Hands behind your head. Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Отлично, блин. У первого чувака еще был нормальный. Первого чувака еще можно понять, почему там этот... Ну, почему? собственно, и не скрывал, почему, и типа сидел, ну и как бы все. Да, и с чистой совестью, что называется. Ну да. Ну, посмотрим, что нам скажут оба этих человека. We have 3 suspects. As much as I'd like it to be Chapman, I You can think it's drive. one of the other 2 guys. Let's get to the station and close this case. Так, 3 поджигателей потенциальных. Ну что, погнали колоть их. Точнее, 2. То есть первого пока отпустили, а вот эти вот 2 конкретно Не, задержаны. у нас еще псих этот, у нас еще псих-то есть. Ну да, действительно. Еще и этот сидит. Ну, пошли. I gave his wife a tap. I said all sharing of it. I have 2 suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Бля. Не, ну наш напарник толковый мужик. Ну, он просто, знаешь, какой-то заебанный, мне кажется. Ну, я так понимаю, ему скоро на пенсию уже так все заебало. Так. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Так, тут у нас за 7 лет, работа в доме Сойера. Ну, давай. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. Лжет. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Вот теперь вдвойне лжет. У нас же все записано, он там отметил. Why are you lying to me, Varley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with wrecks like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Так, что там у нас? Нет, стоп. Вот. Не. Варли? Да, точно, Варли, да, точно. Your name is on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think he played him, though, because he still wouldn't sell. Фонд развития. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got printed. Ложь. Ложь. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time. Так, ну покажи-ка мне показания Клеменса в самом низу. Ну-ка, показать, что давай. Clemens says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. I'll testify in court. Suburban, they got real-time pressure on getting some of the big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So yeah, I took their money, but so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. What would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? А знаешь, что мы нашли у него в шкафчике? Вот эту зеленую хрень. Это значит, он лжет, и надо указать на эту зеленую. I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Huh? Вот. У него в Arsonists шкафчике. use cigarettes and mosquito coils as time delay fuses. We found an open box of mosquito coils in your locker.
Oh, hang on. Those things, they belong to Ryan, all right? He asked me to hold them because his locker's full of stupid pamphlets. I thought he used them for camping. Пока закончить допрос, надо поговорить с этим Райаном. We're done for now. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Заметьте, однако, мы сколько его спрашиваем, он постоянно врал. Именно что врал просто, блин. Ну, посмотрим, как будет отвечать этот второй. Так, где у нас первое интервью? Интервью-рум. Так, интервью-рум 2. Патрул-рум. Интервью-рум 1. О. Sam's taking me out to Palm Springs for the weekend. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Ну. Колись, пидорас. 26 лет. Анархическая литература. В 26 лет мог бы и поумнеть. Колись, So you пидор. want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Тут надо показать конкретно, я так думаю, на то, что у него весь шкафчик забит литературой, то есть ложь. Положит? Да, ложь. Мы же спрашиваем конкретно про его взгляды. Ryan, it's all part of your campaign. You delusional detective. What campaign? И надо показать, что у него весь шкафчик в литературе. Это анархические брошюры Райана. Ага. Your locker is full of pamphlets. Clemens told us how you were always foisting them on people. Sure. I spread the pamphlets. A guy has to do something. Insta-heat heaters break down every day. They're still peddling the same lousy design that they lifted from Hephaestus. Insta-heat bought out Hephaestus? Them, Vulcan, Pyro, and a bunch of other companies. And you still work for them? A guy has to work. And the directors of the company. How do you feel about them these days? You work it out. Понятно. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. А это пиздеж. Помнишь, что нам сказал Радчик? Типа, каждый мастер умеет вносить какую-то корректировку в инструментарий. Соответственно, ложь и указать на показания Радчика. If you know enough to do your job, you know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that? Вот. Да-да-да. Your boss at InstaHeat said that you've all been trained to do it. It's a common repair. Are you calling him a liar? Okay, so I know how it's done. But what would be the point? You just end up with a gas leak and then a small fire when you turn the pilot back on. And if you didn't reset the pilot and the gas spread, what was the cause of the fire in your own home, Ryan? I won't tell you. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Развитие пригородов. Так. Я не вижу какой-то связи, но то есть, смотри, он себя ведет не так, когда он конкретно врет, а вот он именно начинает закрываться. Попробуй сомнение. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Barley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. You have a history of violence. I have no such thing. У нас нет доказательств прямых. Ну подожди, ну-ка, досье Райана. Все Райана судим. Был судим за оскорбление. You're lying, Ryan. And how exactly are you going to prove that? Ну да, покажи ему на досье. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict.
They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. Личный мотив. What would you имеется. do? Which company? Hephaestus Water Heater Company. Смотри, тут натурально, знаешь, обоих можно обвинить. Вот просто вот потому, что один замешан в каких-то мутных схемах, а у этого личный мотив, ну еще плюс политическая составляющая. Кого ты хочешь? For the moment, Ryan. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry you out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. Вот кого мы должны сейчас обвинить? Вот этого чувака или того другого? Что мы сейчас, что мы можем еще типа задать этому дебилу вопрос? Давай попробуем. Нет, нет. Только, ну кого ты будешь обвинять, этого или того? Тут, понимаешь, оба попадают. Вот этого мутного там типа или того другого мутного типа, натурально. Ну, мы как бы все собрали, я так понимаю. Да у нас больше нет ничего, что ты ищешь. Вот. Вступил в договор с фондом, то есть какая-то мутная схема финансовая. И, возможно, там замешаны поджоги. С другой стороны, ну, у Райана есть какой-то личный мотив к этой компании, что тоже, вот, там можно служить как доказательство. Ничего, этого обвиняем? Или Мне того? кажется, давай Райана, потому что этого-то и так посадят. А, как говорится, двое посаженных лучше, чем один. Мы ж, как говорится, КГБ СССР, все дела. Давай. Matthew Ryan, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. You're putting an innocent man away here. You hear me? I didn't set any fires. I didn't kill that family. Интересно. Phelps, what you did to your wife and kids was un-American. My wife threw me out. Did I ask for your opinion? You're here to listen to mine. What I was going to say, before I was interrupted, was you did a good job on the Stephen Sawyer case. We don't often get results in arson, so well done. What about me? Do I get a little stamp on my hand or a lollipop or something? What you get is another case. A bad one, unfortunately. Окей. Так, что там пишут? Ну-ка. Мэтью Райан. 4 убийства. Блестяще. Ну, мы все нашли и на все ответили. Ну, отлично. Так, сколько мы там уже сидим? 3 часа. Я думаю, надо заканчивать сегодня. Ну да, сейчас тогда этот пункт перейдем, чтобы сохранилось. Узнаем, что у нас здесь. Что, так сказать, дальше заготовочку. Давай. Опять флешбеки. В начале гранат в помещении, правильно. You're 2 blocks behind first and second. We have more buildings to clear. You know our orders, There's Sergeant. barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The captain doesn't want anyone falling behind. Tell the captain we will join him when the job is done.
Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. That Jap lover's a fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Star-crossed son of a bitch. No one wants to serve under him. He's bad fucking luck. Can it? We have a job to do here. If I can live with it, you can too. Занимательно. Да, Фелпса очень сильно не любили в армии. Таких в Америке называют бойскаутами. Да. Как же... Прогулка по Елисейским полям. О. Оригами. Журавлики. Интересно. И что-то слишком много журавликов. Очень много, да. House fire. Bad one. At least 4 Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. That's him. That's the Все cop. сохранилось. В принципе, да. Кстати, тут заметил кое-что интересное. Походу, каждый флешбэк связан еще с делом, про которое в данный момент совершает Фелпс. Ну да, почему ты думаешь, только сейчас появились огнеметчики? Ну, кстати, да. Интересно. То есть это нам дает вот какой-то такой вот, по идее, это, так скажем, ну, не фидбэк, но вот что-нибудь такое, такие вот, на какие-то мысли нас должно это все навести. Вот перед этим, перед делом, что мы получаем. Так, еще донатик залетел. Тример на 50 рублей с покрытием комиссии. Большое спасибо. Отходил, догоняю. Последняя перестрелка в отделе нравов. Олег, если вы пристрелите Роя, я вас не обвиняю. Олег укрывается от пулеметчика на крыше за Роем. Окей. Ладно. Не, Рой конченый пидорас, мудак. То есть он продажный абсолютно, это видно по нему. Это было видно, причем сразу. Прям. Да. Он мудак. Нам прям показали, как он нас сдал. Вот с этим совсем. Да. Причем не просто сдал, там же натурально там под статью, что называется. И вот это вот. Там еще вся эта тема восстанавливает. Сейчас. Бывает. Вот что, восстановил соединение. Что-то взорвался ОБС на секунду. Как его? Говорю, что вот враг, что мы с ним сражались, воевали, при том, что когда у нас здесь мы пострадавшие больше всего от немцев, и вот у нас, к немцам при этом осталось нормальное отношение. То есть, что Гитлер приходит и уходит, а немецкий народ остается. То есть, вот с ГДР у нас замечательные отношения были. То есть, у нас как-то, не было такого, знаешь, что, может, как бы может, как бы сначала, может, да, там, посмотрели бы косо, может быть, да, и то это, у нас шовинизма вот такого вот, если он присутствовал, то только на бытовом где-то уровне у каких-то отдельных персонажей. То есть на государственном уровне, как вот здесь, это такого в принципе не было. Говорю, вот Америка, говорю, действительно страна контрастов. Типа. И уже, кстати, Фелпс тоже, кстати, мне нравится, что он угрожает комиссии по антиамериканской деятельности. Как бы да, она уже вполне себе работает, так что ничего удивительного. Какие-нибудь всякие анархисты, коммунисты и прочие социалисты, это уже все, это уже враги. Это нехорошие люди. Вот, и говорю, они что-то, знаешь, про какие-то там свободы все время говорят про это. Нет, ты чё, никакие свободы, ты чё, с ума зашел? Это же агент тоталитарной империи, который хочет завоевать весь мир, и вообще коммунизм и фашизм это одно и то же. Борешься с коммунизмом, ты сражаешься за демократию, за свободу.
Так Не, что ну, понятно, всё никакой свободы врагам свободы, это все понятно. Но, тем не менее, знаешь, Ой, скажу. Это все равно всегда, ну, лично вспоминается крайне забавно, что вот они нам что-то там про свободу рассказывают, про какие-то, знаешь, там ограничения. Ну да, у них там можно, скажем так, на индивидуальном уровне, ну, что-то больше орать, наверное, да. Ну, когда-то можно было, сейчас уже нельзя особо. Иначе культура отмены. есть уже такое. То есть у нас нельзя было там выйти нам на Красную площадь и орать там, что Брежнев дурак. Ну, типа, я как-то, вот, знаешь, я спокойно там вот живу, не выходя на центральную площадь города и не крича про лидера государства, что он там мудак, пидорас, дурак и так далее. Вот. Хотя я могу так считать, но как-то вот у меня таких вот, знаешь, вот мыслей не возникает. Вот. Ну да. Ладно, надо заканчивать. А немцы к нам сейчас как относятся? Да, нормально к нам немцы относятся. Вот у меня по-разному. Разные немцы относятся по-разному. То есть вот Восточная Германия, она там вот есть ностальгические настроения по ГДР, например. Если мы говорим про локальный уровень, то есть у меня вот сейчас друг, говорю, в Германии живет, то есть, ну, русский, какая разница, то есть нормально, то есть это абсолютно воспринимается. Да. То есть так же со всеми шутят, так же, ну, прикалываются, то есть, ну, дискриминации нету как таковой, то есть, в принципе. У меня он говорил, что вот у него там один препод есть, ну, еще который, ну, опять же, со времен ГДР, еще со времен Союза, и вот с ним по-русски здоровается: «Здравствуйте, товарищ». То есть, когда вот зашло вот русский. То есть, ну, нормально к нам немцы относятся. Это вот, что там у них колды сидят на государственном уровне. То есть, типа, что вот трубопровод взорвали, и они утерлись. Это вот там, да, там вот уже, может, какие-то такие поползновения нехорошие будут, да, рядовые немцы. Да, не враги, наоборот. Если бы там за Германией именно выстраивали бы хорошие отношения, нам это, ну, только в плюс бы все дошло. Ну все, давай заканчивать. Ты уже спать тоже хочешь. Зеваешь. Да, я уже так потихонечку подуставший. В общем, ребят, как-то вот так у нас получается. Большое спасибо, что смотрели. Отдельное спасибо тем, кто донатил. Не знаю, как завтра у нас по стриму, если завтра, наверное, тоже, если он будет, то скорее вечером, потому что завтра, скорее всего, нет, мне надо работать над текстом. Не, я вот, наверное, Диму возьму, если Дима завтра вечером сможет, то... Пожалуйста. Либо там какой-нибудь комментатор устроим, если я там кого-нибудь смогу вытянуть. Давай. Так что, ну, подписывайтесь на паблик, там в паблике, как обычно, я анонсики все выкладываю. В общем, еще раз большое спасибо, что смотрели. Отдельное спасибо тем, кто донатил. А на сегодня все. До новых встреч.